При создании документа из шаблона организационной диаграммы, который можно найти в категории «Бизнес», новый документ содержит надстройку, которая добавляет на ленту вкладку «Организационная диаграмма», которая является активированной. Для организации, в которой количество сотрудников можно пересчитать по пальцам, специалист отдела кадров может создать схему простым перетаскиванием фигур на лист. Сначала фигуру руководителя, потом, выбрав одну из фигур в наборе, например, менеджер, также перетаскиваем ее на лист и размещаем над фигурой руководитель. Visio автоматически размещает вновь добавленную фигуру под фигурой руководителя и соединяет ее стрелкой, обозначая таким образом вертикаль подчинения. Далее, аналогичным образом, можно добавлять подчиненных уже этому менеджеру. В наборе есть фигура, которая называется «Много фигур». Перетащив эту фигуру на лист и разместив над фигурой менеджер, вы можете добавить ему в подчинение сразу нескольких сотрудников, указав в появившемся диалоговом окне количество подчиненных и их позицию. Для большой организации создание оргдиаграммы подобным методом будет долгим и при этом мучительным процессом. Особенно мучительным будет заполнение текста, имя и должность или полей данных всех фигур на схеме, даже если ограничиваются полями, которые отображаются на диаграмме. Для минимизации подобных трудозатрат в Visio нужно использовать мастер создания оргдиаграмм путем импорта из внешнего источника. Давайте рассмотрим самый распространенный вариант – импорт из книги Excel. На ленте выбираем пункт «Импорт» в группе «Данные организации». Указываем путь к книге, содержащей информацию о структуре компании. Если у вас на компьютере установлен Visio, то у вас имеется файл «Образец книги Excel для создания оргдиаграммы». Ссылку вы можете найти в моей презентации под соответствующим слайдом. Вы можете взять его за образец и использовать для создания ваших собственных организационных диаграмм. Для корректной работы мастера построения оргдиаграмм таблица должна содержать столбцы имя сотрудника, должность и руководитель. Также таблица может содержать ряд дополнительной информации. Давайте в первом окне мы указываем тип источника по данным из файла или базы данных. Далее переходим к следующему окну, в котором определяем формат источника данных. Выбираем самый нижний в списке вариант, содержащий книгу Excel. В следующем окне указываем путь к книге, которая содержит предварительно подготовленные данные. В следующем диалоговом окне указываем, из каких столбцов в книге источники будем получать значения для полей имя и руководитель. В нашем источнике названия столбцов совпадают с названиями полей. В случае, если в Excel названия столбцов отличаются от названий полей, нужно обязательно указать эти соответствия для полей имя и руководитель. Это самый важный момент. Чтобы имя сотрудника не дублировались на оргдиаграмме, нужно в пункте «Имя» дополнительно выбрать пункт «Нет». Далее нам предлагается показать, какие поля будут отображаться на нашей диаграмме. Давайте оставим все без изменений. Предлагаемый вариант – имя и должность. В следующем окне указываем данные, из каких столбцов будем добавлять полям фигур организационной диаграммы. Давайте также оставляем здесь все без изменений. Давайте не будем добавлять фотографии к нашей диаграмме, хотя такая возможность имеется. И переходим к следующему шагу. В этом диалоговом окне ставим точку в варианте «Указать число сотрудников на каждой странице». И в последнем диалоговом окне у нас уже сформировался макет для создания оргдиаграммы. Для отображения на диаграмме всех подчиненных при желании можно ограничить количество уровней подчинения. Для этого
Нажимаем кнопку «Изменить страницу». В появившемся диалоговом окне, в выпадающем списке «Число дополнительных уровней» выбираем необходимое количество уровней. В моем примере файл-источник содержит малое количество записей, поэтому можно оставить вариант отображать всех подчиненных и нажимаем кнопку «Ок». Возвращаемся в окно макета и нажимаем кнопку «Готово». И через некоторое время оргдиаграмма будет построена. На вкладке ленты «Организационная диаграмма» есть возможность изменять расстояние между фигурами, их размеры и макет представления оргдиаграммы. Вы можете поэкспериментировать и найти вариант отображения оргдиаграммы, который придется вам по вкусу. Фигуры из набора элементов для создания оргдиаграмм обладают специальными полями для хранения информации, описывающей данную фигуру. Эту информацию можно увидеть в окне данной фигуры, которое становится видимым, когда соответствующий пункт отмечен галочкой на вкладке ленты «Данные». У некоторых фигур таких полей довольно много, поэтому заполнять их вручную будет довольно проблематично. В Visio есть замечательная возможность создать связь схемы с внешними данными. Я намеренно при создании оргдиаграммы не стал добавлять полям фигуры данные из дополнительных столбцов, чтобы продемонстрировать именно эту возможность. На вкладке ленты «Данные» отмечаем галочкой пункт «Внешние данные». В появившемся окне «Внешние данные» выбираем команду «Быстро связать данные с фигурами». В появившемся окне нужно указать путь к книге, содержащей нужную информацию. Далее начинается проверка информации. Быстрое связывание с внешними данными возможно лишь с книгами Excel, которые содержат лишь один лист и при этом не содержат пустых строк и более одного именованного диапазона. Если выбранный вами вариант данных не соответствует критериям, то вам будет предложено воспользоваться операцией «Настраиваемый импорт» и задать в явном виде лист и диапазон, содержащий данные. Также у варианта «Настраиваемый импорт» есть свой плюс. Он позволяет в качестве исходных данных использовать базы данных Access, Microsoft SQL Server, списки SharePoint, источники данных OLEDB и ODBC. После проверки данных производятся связанные с внешними данными. В нашем случае, так как оргдиаграмма строилась на основании тех же данных, связанное произошло автоматически. Как мы можем видеть, в окне «Внешние данные» в самом крайнем левом столбце появились значки, звенья цепи, указывающие на то, что данные строки связаны с фигурами. Дополнительные данные из полей фигур оргдиаграммы обычно не отображаются на схеме. Теперь, когда наши фигуры на схеме получили свою порцию данных, я покажу вам, как эти данные можно использовать. На вкладке «Данные фигуры» в группе «Показать или скрыть» отмечаем галочкой пункт «Поля рисунка, связанные с данными». После этого у нас появляется соответствующее дополнительное окно, в котором можно выполнить выбор полей, данных которых следует отображать на схеме. Давайте отметим галочкой пункт «План». После этого рядом с фигурами оргдиаграммы появились шкалы, отображающие выполнение плана сотрудниками. Это, собственно, и есть рисунки, связанные с данными. Эти рисунки можно использовать в качестве индикаторов. В некоторых случаях эти шкалы перекрываются фигурами оргдиаграммы.
можно взять и перестроить макет оргдиаграммы. Для этого переходим на вкладку «Организационная диаграмма» и в группе «Макет» выбираем пункт «Изменить макет». Но также можно изменить шкалу на рисунок более компактный. Выделяем все фигуры на данном листе, нажав комбинацию клавиш Ctrl-A. В группе «Расширенные связанные с данными» нажимаем команду «Расширенные рисунки, связанные с данными». Выбираем пункт «Изменить рисунок, связанный с данными». В появившемся окне мы видим поле данных «План», который мы добавили в качестве индикатора. Нажимаем кнопку «Изменить элемент». В появившемся окне мы видим, что у нас в качестве отображения выбран вариант гистограмма и стиль отображения гистограмма 2. Среди вариантов отображения возможны варианты текст, гистограмма, набор значков и цвет по значению, которые имеют десятки стилей отображения. Для экономии времени давайте не будем рассматривать все эти многочисленные варианты. Давайте просто заменим стиль гистограммы. Например, круг хода выполнения. Если вы успели заметить, у всех фигур рядом со шкалой была надпись «План». Чтобы скрыть ее, в группе «Сведения» рядом с пунктом «Подпись» удалить весь написанный текст. И нажимаем кнопку «Ок». В следующем окне также нажимаем кнопку «Ок». Теперь рядом с фигурами мы можем видеть круги хода выполнения. Теперь, когда рядом с каждой фигурой мы имеем индикаторы, давайте зададим интервал обновления данных. Для этого нужно навести курсор в окно «Внешние данные» и щелкнуть правой кнопкой мыши. В появившемся окне отметить галочкой пункт «Автоматическое обновление» и задать желаемый интервал обновления в минуту. Давайте зададим интервал 1 минута. Теперь откроем книгу, содержащую внешние данные, и изменим значение в столбце «План». После этого сохраним и закроем эту книгу. Спустя некоторое время мы можем видеть, что у нескольких фигур изменились значения в круге хода выполнения. Таким образом, можно создавать Visio, автоматически обновляемые информационные панели.